Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026. Что ожидает ваш знак зодиака? Ключ к решению главной проблемы нам дается как шанс в августе месяце. И август у нас будет поистине судьбоносным, поскольку именно в августе нас ожидает коридор затмений, который начинается с полного солнечного затмения в знаке зодиака Лев. Это будет происходить 12 числа и завершится частичным лунным затмением в самом конце месяца 28 августа. И как будто посередине между ними, между этими двумя затмениями, как в коридоре, находится смена кармических узлов. И если мы говорим... Энергия льва – это огненная стихия, это ваша стихия, мои дорогие любимые овны. Помним, что Юпитер у нас еще планета большого счастья, тоже находится в знаке зодиака Лев. Поэтому для вас это ваше время. Солнечное затмение может дать творческий импульс или внезапное событие, связанное с детьми, с любовью, с самовыражением вашим или исполнением какой-то своей заветной мечты. Смена кармических узлов на оси Водолей и Лев – означает, что старые цели больше уже не интересны. Они как будто нас не беспокоят, не волнуют, не вдохновляют. И это может быть тот период, когда внезапный поворот, внезапная даже ваша какая-то мысль, которая вас заставляет не просто идти вперед, когда вы можете что-то видоизменить. Вы как осознаете свое новое предназначение, свою новую миссию. И завершается в конце недели, в конце месяца, извините, у нас завершается коридор затмением, когда Луна в Рыбах и частичное лунное затмение. Что это? Это может быть, как тайное станет явным, или какая-то запутанная история стремится к своему финалу. Это глубокое эмоциональное очищение. Это освобождение, мои дорогие. Итак, давайте на картах пасьянса события начала августа. Какова прелюдия судьбоносного поворота? Помним, что это только у нас подготовка декораций к тому, что будет происходить с 12 числа. Я должна сказать, что с первых дней месяца и где-то по 16, ну, может быть, включительно утро 17 прекрасные дни для того, чтобы с кем-то договориться. Вот примите, для кого это актуально, к сведению, потому что, ну, как-то более лояльны мы. Потом это сделать будет, возможно, несколько сложнее. Итак, что же тут у нас для овнов? Нам расскажут и покажут карты. Вот действительно какой-то судьбоносный поворот. Крест как раз судьбу и означает. Идем дальше. В первом ряду я не увидела того, пока с вами говорила, что мы можем соединить. Итак. Вот интересно, мои дорогие любимые овны. Исполнение желаний. Корабль – один из символов Меркурия. И мы знаем, что корабль это часто символизирует перемены, добрые перемены. А тут бы я сказала, поскольку первое значение это у нас был крест, какой-то, правда, судьбоносный поворот вас ожидает. Вполне вероятно, кстати, с кораблем это как сигнификация того, что в нашу жизнь приходит какое-то известие. Это может быть приглашение, может быть важная дорога, мои дорогие. Будьте внимательны. Здесь что-то такое у вас может завертеться, или это может действительно как какая-то новость, которая перед вами открывает врата Вселенной, или какой-то горизонт, или, может быть, это будет связано с тем, что вы когда-то хотели осуществить, и здесь, как в тему, будет своеобразное предложение или получение, опять же, какого-то известия, какой-то новости, когда, ну, все, наверное, дороги сойдутся в какой-то точке X. Давайте пойдем дальше. Но что касается власти, она у вас есть. Смотрите, корона, символ власти, да? С одной стороны, это ваша ресурсность, несомненно.
но это может еще символизировать то, что вам придется встречаться с руководителями или с людьми, которые наделены властью. Возможно, вам придется договариваться, а кто-то и правда в дорогу засобирается. Гости обозначает бокал, это могут быть гости как к вам, но точно так же и вы можете ехать кому-то или собираться, да, может быть, готовиться, готовить документы. У кого-то это может означать вообще какая-то перезагрузка, когда вы захотите просто переехать, даже если прежде нет таких планов вы перед собой не строили. Вот смотрите, тут будет какой-то такой нюанс, нож выпадает, да, и вот именно рядом бокал. В вашей жизни может быть такой человек, может быть, у вас был, ну, предположим, какой-то контакт. И вот этот контакт, да, или определенный человек вас не совсем, ну, скажем, радует. Или есть те какие-то особенности, может быть, характера человека, которые вам не нравятся. И для кого-то этот человек может быть как далеким родственником, может быть, это история личная, или это будет связано с работой. Но, тем не менее, я к чему клоню? Что вам будет необходимо встретиться с каким-то человеком. Возможно, это будет не от вашего желания зависеть, а именно от желания другой персоны. Могут и переноситься какие-то даты или место встречи, может быть, и вот так вот тоже. Вот будет какая-то история судьбоносная. Вот если мы смотрим как прелюдию, то явно есть какая-то персона в вашей жизни, а у нас с вами период, и этот период продлится значительно долго, потому что кармические, мы говорим, узлы, если вот как прелюдию рассматривать, кармические узлы у нас начинаются, да, только как меняют свою ось. И теперь это Водолей, в знаке Водолея северный узел, и это у нас, ну, как нарастающая сила, а в знаке Лев убывающая. И если мы так немножко рассмотрим, Лев – это символ где-то власти, да, это личного я и настойчивости именно в том плане, когда в моей власти что-то сделать, я хочу сделать именно так и никак по-другому. Но это в убывающей силе, в южном узле. А в северном у нас находится Водолей. А Водолей – это яркая индивидуальность. Водолей – это что-то даже личное и рациональное. И здесь вот, видимо, приходится договариваться, учитывать что-то. Потому что вы не можете повлиять либо на обстоятельства жизни конкретной персоны, либо на его задумки, либо на обстоятельства жизни, мои дорогие овны. Вот этот нож может означать как возможную вашу, внимание, либо ссора, либо это может быть ваш внутренний настрой, что вы с кем-то не согласны. А тут именно в этом будет какой-то поворотный момент, что вам придется встречаться и учитывать то, что хочет сделать другой человек, потому что именно вот посредством участия конкретной персоны каким-то образом у вас открывается судьбоносный путь. Я надеюсь, что я все сказала так правильно, что вы меня поняли. Потому что тут действительно такой вибрирующий момент, когда, ну, знаете, нам ведь ничего не стоит отказаться или так словно сказать, да нет, наотмашь, так вот не будет, а я так не хочу. А тут у нас первое значение судьба. Вот именно такой какой-то экзамен судьбы. И, возможно, это вот вы еще сейчас, да, до 12 числа будете с кем-то проводить беседы, о чем-то говорить. Поверьте, с каждым днем, уверенно, но верно, так может быть и плавно, где-то неторопливо, какая-то ваша история будет подходить не к финалу, нет, а вот к какой-то развязке или к какому-то событию, которое будет, но тоже для вас своего рода как вспышка. Может быть, это произойдет уже после 12, а то и 18 августа. Я не вижу больше совпадений, но должна сказать, что в нашем пасьянсе мы можем соединять, кстати, те карты, которые находятся по горизонтали и вертикали в крайних рядах. Вот все пересмотрела, но не вижу, что мы можем соединить. Но есть один нюанс, мои дорогие любимые овны. У кого-то из вас может, знаете, тоже такой судьбоносный момент. Потому что, ну вот я вижу по совпадениям, есть такой нюанс, который может символизировать, что для кого-то из вас судьба перед вами раскроет такие возможности, которые приведут в вашу жизнь нового человека. Я не говорю, что это произойдет в августе. Но вот эта прелюдия как подготовки перед какой-то важной встречей и выход из одиночества.
У кого-то может быть именно август, именно таковым месяцем, когда вам нужно быть немножко внимательнее, может быть, и к своим желаниям, или кого вы хотите видеть рядом. Это если по части личной жизни, ну, скажем, не все еще устроено. Давайте с вами пойдем дальше и узнаем, что же нам раскроют еще карты. Что нового придет в вашу жизнь, на ваш порог? Может быть, это поворотный момент, судьбоносный момент или тот самый ключ, мои дорогие. Достанем одну карту. Кто проявит себя неожиданно или что не оставит вас равнодушным? Вот вам придется заниматься какой-то темой, какими-то вопросами. И следующее, что прояснится, какие дороги перед вами открываются, мои дорогие любимые овны, и может быть с кем это связано. Что или кто изменит ваши планы? Следующая карта, чем запомнится вам август? Что нужно взять с собой в будущее? Вот такой вопрос мы с вами зададим. Ну и как карта совета и одновременно вопрос, к чему приготовиться, что будет продолжаться, что будет дальше. Итак, давайте узнаем, что же нового, в какой сфере, возможно, идет на ваш порог, идет в вашу жизнь. В чем, возможно, этот поворотный момент. Вот я только что говорила по арканам пасьянса. И тут, правда, аркан всадник. Это конкретный человек, который спешит к вам, в вашу жизнь, с известием. Может быть, это конкретное письмо. Может быть, и важное сообщение. Конечно, тут у каждого по-своему, но девятка червей все-таки соответствует этой карте. Поэтому повторю еще раз. Какая-то история, скорее всего, которая связана с личной жизнью. Вот давайте мы и раскроем. Может быть, это будет как, совершенно новое решение конкретного человека. А может быть, это обстоятельства, как я уже говорила, в жизни человека конкретного меняются, и это будет оказывать влияние на вас, и у вас будет что-то меняться. Пажи – это у нас вестники, это опять же подтверждает. Возможно, это будет та дорога, вот известие или дорога, тут у кого что проиграется. И вполне вероятно, даже если это связано, допустим, с вашей деятельностью, с вашей работой, то тогда вам это будет нравиться, потому что тут черви. Мы чем-то остаемся довольны. И по пажу чаш скучать вам будет некогда. Какие-то не одна, а несколько приятных новостей. Вполне вероятно, по пажу чаш у кого-то из вас, даже если будет много работы, то вы себя как на коне будете чувствовать. Вы чувствовать будете свою силу, власть. Но и с другой стороны, мои дорогие овны, вы будете чувствовать, что мне теперь нужно с кем-то договориться. Именно в этой карте нам показывают девушку, которая и записывает, и телефонные звонки. Да, таким образом, как возрастает ваша сила, ваше влияние. Но энергетика, как у карты мага, а маг великий практик. Значит, маг никогда не сделает для себя чего-то в сторону минуса. Или когда... на импульс он точно или на импульсивное какое-то решение он не пойдет. Он все просчитает. Вот и вам придется что-то просчитывать. Я должна сказать, это ведь у нас Солнце в Деве. Поэтому несколько позже, то есть какая-то траектория у вас будет не совсем даже про август, а может быть с заходом на сентябрь. Здесь у вас будет продолжение какой-то интересной истории, которая связана либо с новостями, получением документов, важных бумаг, какими-то договоренностями или конкретным человеком. И карта критического мышления. Помним, что у нас по 6 августа Венера именно в Деве. А что это означает? Венера в Деве – это, как знаете, бухгалтер или какая-то аудиторская проверка. Я надеюсь, все правильно понимают мой сленг. Но это когда мы считаем. Это не когда мы так на импульсе что-то тратим. А нет, вот мы как раз продумываем, продуманные, становимся. А 7 числа Венера, а Венера как раз деньги, финансы, или, может быть, наше благополучие, если мы говорим в целом. И благополучие к любой сфере жизни мы можем отнести. Вот если договоренности, дороги, документы, вот скорее всего, может быть, с 7 где-то августа, возможно, это будет у вас, где-то до 17-го, вам придется встретиться с некоторыми людьми.
или сходить в какие-то инстанции. Возможно, активно вы будете с кем-то вести либо переговоры, либо переписку, либо, ну, у каждого своя будет сфера жизни. Потому что именно когда Венера в весах, тут больше договоренности. Но это карта силы все-таки, да? Поэтому тут мы не должны сделать для самих себя что-то, ну, знаете, когда мы соглашаемся, к примеру, на какой-то удобоваримый вариант, а потом начинаем думать и понимаем, что да, елки-палки, а зачем я на это согласилась, ну или согласился. Поэтому тут ваша роль как возрастает, ну и буквально ваша сила. Поэтому новые энергии идут в вашу жизнь, и тут, правда, какой-то поворотный момент, который может быть связан либо с известием, либо вот с переездом, или просто, может быть, поездка, дорога. Тут у кого что. Принимайте только то, что откликается в вашей душе. Кто проявит себя неожиданно? Не можете вы это игнорировать. Вот давайте посмотрим. Вот смотрите, Луна, да? Луна – это у нас 1000 каких-то неопределенностей. Давайте немножко проясним. Так кто проявит себя неожиданно, что не оставит равнодушным? Вообще какая-то запутанная история, которая касается личной жизни. Может быть, она связана напрямую с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, королева чаш, или с кем-то из близких. Я могу сказать так, что для кого-то это могут проиграться вопросы конкретно вашего жилья. Может быть, по жилью кто-то будет из вас... Кстати, по поводу документов, если мы соединим эти два значения, тут, правда, могут быть какие-то вопросы, связанные у кого-то с арендой, у кого-то с оформлением, может быть, документов, да, и это будут и близкие, и, может быть, и вопросы дома, то есть напрямую жилья. Здесь вы можете услышать, опять же, выпадает паж, стало быть, это будет какая-то новость, которая нас заставляет, паж перьев, это как паж мечей, а мечи, мы знаем, это интеллект, это холодная голова. Вам придется какой-то вопрос, мои дорогие, который касается либо личной жизни, либо дома. Нравится или не нравится. Нам как будто решать вот именно холодной головой. Дважды. Потому что по королеве чаш есть такое значение, когда мы... Ведь это карта любящего человека, так вот, если мы про энергетику говорим. Но это, знаете, любящий человек или та любовь, которая бескорыстная, которая способна на самопожертвование. Поэтому где-то с учетом карты Луна, то есть что-то запутанное, вы правда можете узнать и новость, которую вот внезапно, да, вот с учетом вот этого триплета, что-то было запутано, вы кому-то верили, и вдруг приходит правда, какая-то новость, которая открывает у нас глаза на что-то. Вот здесь может и так проиграться. Так кто же все-таки не оставит вас равнодушным? У кого-то будут вопросы, которые связаны с детьми. Может быть, именно известия, которые касаются вашего ребенка, даже взрослого. Может быть, мои дорогие любимые овны, вы будете, кто-то, по крайней мере, из вас, как раз и заниматься этим вопросом, если у кого-то это будет проигрываться как дети, дом, ну или ближайшее окружение. Потому что, правда, могут быть... какие-то темы, связанные именно с документами или с деньгами, я бы сказала, вы все равно будете победителем. Ну, наверное, ваше время это действительно вот эта энергия даже солнечного затмения, время Юпитера во Льве, для вас это очень продуктивное время. Для вас вот эти полгода до конца практически 2026 года открывают новые пути дорожки на последующие 12 лет. И у вас выпадает карта победителя, жезлы. Ну, свечи тут написано, но это соответствует жезлам. А жезлы – дела, работа, бизнес, документы, ну или откуда к нам приходят деньги. Поэтому я допускаю, что в истории как может фигурировать конкретный человек, причем близкий, родственник, ребенок, ну даже взрослый ребенок. Но вы можете решать какие-то вопросы, и вы решите, именно вы будете победителем. Здесь есть возможность решить для себя что-то, ну, по крайней мере, продвинуть какой-то вопрос, как сдвинуть с мертвой точки. А если это была какая-то запутанная история, тогда будет точно ясность. Следующая карта. Что прояснится? Вот какие дороги перед вами откроются? Ну, наверное, с учетом карты якоря. Лишь те дороги, которые вы сами захотите открывать. Карта стабильности, не совсем про дороги. Но она может означать для кого-то из вас, что вы будете, к примеру, заниматься тем вопросом, вот особенно для тех, кто, может быть,
раньше думал куда-то поехать, отправиться. И причем не просто так мысли, да, ни о чем, а конкретно вы что-то просчитывали, составляли, может быть, планы, узнавали что-то по документам. Да, то есть вы готовились, а кто-то уже переехал и вроде обосновался в новом месте. Мои дорогие, вот тут могут появиться неожиданно или прояснится какая-то тема, когда вы понимаете, что нет, вот тут мне нужно это будет видоизменить. Либо если вы собирались ехать, то вы можете поехать в другое время, в другой срок, вообще в другое место. Вы тут что-то можете переиграть. И все то, что касается вашей стабильности, каким-то образом в этом участвует. Именно из-за стабильности кто-то из вас может вот эти пути дорожки или дислокацию сменить. Вот я, кстати, этого не исключаю. Где-то на вас оказывает влияние, может быть, даже больше оказывает влияние на тех овнов, которые третья декада, да, последние 10 дней вашего знака зодиака. Хотя это может проиграться абсолютно у всех. На кого-то, наоборот, первая декада будет точно так же влиять, потому что у нас ведь там лунное затмение в рыбах, а именно первая декада ближе к знаку зодиака рыб. И поэтому для тех, кто рожден в первую декаду, это я так могу предположить, что вот эта вот жажда освобождения от какой-то истории, от какого-то прессинга, от которой вы устали, вот здесь вы тоже можете что-то переиграть, но положительный момент. Вы это сделаете без душевного надрыва. Так что же прояснится, какие дороги откроются? Ваша карта «Король свечей». И правда, ведь это карта харизматичного лидера. Будете открывать лишь те дороги, в которых вы уверены, и которые конкретно вам приносят деньги, стабильность у кого-то из вас. Здесь могут быть вопросы, которые касаются работы и, опять же, финансов. И вот смотрите, по королю свечей, если мы говорим харизматичный лидер, и эта карта не совсем говорит о том, что мы сидим, ждем помощи. Ну, вообще Овен не ждет помощи, он сам действует, да? Но это можете быть вы сами. Когда вот именно то, что я говорила по первой карте, вы сами приходите к выводу, что нет, мне нужно не это, а что-то другое. Или какой-то, может быть, и прежний проект, но его нужно видоизменить. Или то, что я раньше задумала, мои дорогие девочки, примите к сведению, но более такие мужские энергии, рациональные у вас могут быть. Вот здесь вы тоже можете что-то переиграть. А почему? А потому что так больше денег, больше стабильности. Для кого-то из вас поворотный момент, мои дорогие, именно по части финансов. Какой-то финансовый прорыв. Или для кого-то, может быть, если прежняя история финансовая была, ну, не самая веселая, то тогда август месяц может быть как закрытием каких-то брешей финансовых, по крайней мере, четким планом, как это сделать. И все равно я вижу получение денег, которые, но, безусловно, радуют, вселяют оптимизм, вселяют уверенность. Девятка пентаклей – это когда у нас все есть. Я, кстати, могу предположить, что для кого-то из вас что прояснится. Тут действительно может быть как дорога или известие финансовое, которое вы получите, ну, каким-то образом может, вот дорога и известие, и еще одновременно финансы. Вот какая-то такая даже запутанная история, в которой вы будете наводить порядок. Но я должна сказать, что для кого-то может проиграться банально, может быть, отпуск, и вы куда-то собирались поехать. Вот тут вы тоже можете что-то переиграть, и причиной могут быть финансы. Будьте к этому готовы. Ну, потому что что-то проясняется. Стало быть, какие-то новости у вас определенно будут. Что или кто изменит ваши планы? Сами по себе планы. Аркан звезда. Причем те планы по аркану звезда, которые у нас на долгий срок. Лет на 10, мои дорогие. И я говорила, лет на 12, да, Юпитер во Льве. Вот эта перезагрузка может быть до конца года, вот у вас где-то со второй половины года. И август у вас может быть как решающим каким-то месяцем, когда вы на что-то решитесь. А я говорила, может быть кармические, смена кармических узлов, когда действительно для вас это могут быть энергии, как внезапный поворот и событий, или, может быть, связан с конкретным даже человеком, или вашим желанием. Вот свое предназначение, ведь это может быть как ваша миссия, стать популярным, добиться какой-то высоты, вот да, определенной, может быть, положение в обществе. Но для кого-то, опять же, дорога очень далеко.
И это может изменить ваши планы. Я только что об этом говорила. Просто вот этот триплет я уже не буду доставать дополнительные карты, потому что, ну, не у каждого же переезд, правда, на кону. Ну, вот это какая-то перезагрузка, как дислокация, да, или смена ваших планов. Она именно может проиграться и с финансами, и где-то вот с этим переездом. Ну, может быть, это необходимость, как по работе, да, ну или откуда вы получаете деньги. Может быть, для кого-то из вас это даже предложение, и дорога это может быть очень далеко. Правда, тут овны могут что-то переиграть, передумать, причем еще и быстро. А ведь и правда, какой-то поворотный момент вас ожидает. По 8 свечей тут может создаться такая ситуация, что вы получаете новость, и вам как будто свои планы нужно отложить, как бы на потом, или, ну, пересмотреть. Возможно, вы буквально в какой-то день, как время X, скажем так, вы себе что-то распланировали, но получаете какое-то известие, понимаете, ага, вот все то, что я напланировал, это подождет. А вот именно теперь я переключаюсь на что-то другое. Будьте готовы к такому повороту событий. И для кого-то это может означать вплоть до того, что, кстати, я не исключаю водолей, ну вот и вообще транзиты. Для кого-то из вас это работа посредством интернета или какое-то предложение. Может быть, вы искали уже какие-то вакансии. Или пусть это будет связано с работой из любой точки мира. Опять же, переезд по звездам, да, то есть тут идет дистанция по времени, да, вот как на долгий срок. То есть это какая-то перспектива, такая долгоиграющая. Или это может быть как километраж. И может быть вот быстрая какая-то подготовка. Это правда как момент X, когда вы получаете какую-то новость, и вам придется что-то тут видоизменять. А у кого-то вот Луна может проиграться, 2 Луны, причем в разных колодах. Может именно так и проиграться, как смена места жительства или планируемая. Или пусть это будет связано даже как у кого-то банально, может быть, дорога, ну, как связанная с командировками, может быть, так вот работа, да, она у вас с переездами связана. И здесь, значит, тоже будут какие-то новости, а может быть и ваш собственный инсайт что-то видоизменить. Будьте к этому готовы. Возможно, то, что было раньше на уровне ваших предположений. Вот здесь проявляется тоже какая-то ясность. То есть наступает ясность в каком-то вопросе. Или, мои дорогие овны, у кого-то может проиграться так, что это как оказия, его величество случай. И вы скажете себе, отдай-ка я попробую. Вот, кстати, тогда слушайте свою интуицию, она вам помогает. Чем запомнится август? Что нужно взять с собой в будущее? Книга. Карта книга – это у нас еще и карта тайн. Мы с вами где-то говорили, да? Могут быть такие моменты поворотные тоже, когда у нас открылись глаза на какое-то действие или на какое-то событие, на конкретного человека. Но по этой карте все-таки идет у нас, как предполагается, обучение, изучение чего-либо. И, может быть, кому-то из вас придется, да, или ваш интерес будет в этом тоже, именно что-то изучить. Может быть, связано с работой, новым доходом, получением денег. Но здесь 10 бубен. И мы знаем, что по 10 бубен это, в принципе, какое-то благополучие. То есть какой-то вопрос у вас проясняется. Этим именно запомнится август. И вы можете переключиться как на новое направление. Может быть, это вы еще в течение августа будете делать какие-то первые шаги. И, как я уже говорила, по первым картам вы это будете продолжать заходом на осень, мои дорогие. Но здесь ведь и вам еще приносит не просто стабильность, да? 26, нумерология, 8. Это действительно какой-то долгий период, который будет связан для кого-то из вас с любимой работой, с вдохновением, реализацией какого-то проекта. Почему-то говорю, потому что если мы сложим 16, получаем 7. 7 – это такое божественное число, можно сказать, число вдохновения. Поэтому может такое быть, что тот проект, который вы долгое время откладывали, вы как его возобновите даже в августе. Вот действительно скажете себе, а дай-ка я попробую. И может быть кто-то будет вынужден действительно что-то изучать, как прохождение курсов, или вам потребуется,
ну, как догнать. Может быть, вы когда-то прежде были, опять же, в какой-то области знаток, а прошло время, может быть, вы занимались чем-то другим. И вот здесь вот нужно как будто восстановить, да, собственную компетентность. Вот я такой вариант тоже не исключаю. Но будьте готовы, потому что тут действительно может проиграться как и тайна, мои дорогие, но точно так же тут может проиграться ситуация, которая связана с тем, что вот конкретно нужно выучить. Может быть, это у кого-то языки, почему нет? И опять же, новости, правда. Тут нужно будет себя перестроить на что-то. Возможно, кому-то будут необходимы дороги, много дорог, для того, чтобы не в одну местность поехать, или не в один какой-то офис, будем говорить, не одно учреждение, а в несколько, для того, чтобы согласовать документы, узнать что-то. Или, мои дорогие любимые овны, вам придется принять какое-то приглашение. И, может быть, вот важная встреча, я вот об этом говорила по пасьянсу, когда вам придется тоже какие-то диалоги проводить и при этом быть внимательному, потому что приходится учитывать мнение оппонента. Будьте к этому готовы, потому что еще не все прояснено. Итак, чем запомнится август? А вот когда у вас какая-то прежде, может быть, была запутанная история, да, а тут вот не случайно у нас выпадает первая карта книга, да, я сказала изучать. А здесь по тройке перьев, как тройка мечей, ну не клеится что-то, да. В шутку говоря, крокодил не ловится, не растет кокос. Ну, я надеюсь, сленг мой, опять же, вы понимаете. Все из рук валится, да, или что бы я ни предпринимала, а вот все равно вот она и не там. Вот по какой-то такой замученной истории или запутанной. У вас, похоже, тут будут те события, которые как раз ее и проясняют. А вы знаете что? Тут будьте к этому готовы, чем запомнится август. Тут точно будут те персонажи, в которые вы можете несколько разочароваться, потому что поймете, что хитрецы какие-то были. Или были люди, которые, ну, где-то, может быть, и ваши ресурсы использовали себе во благо. Вы можете тут как переоценку своего окружения еще устроить. Это правда, потому что так складываются обстоятельства. Смотрите, карта Иерофант. Иногда эта карта как и учителя, так и ученика. И мы про учебу уже много сказали, я не повторяюсь. Но очень часто по Иерофанту, ведь Иерофант это тоже своего рода карта власти. Это система иерархии, это ступенчатость какая-то или офисы, учреждения, где нам, может быть, необходимы документы к получению, да, или нам нужно что-то согласовать, или нам нужно что-то определить для себя, именно и сделать с буквы закона, с позиции того, что мы как подписали какую-то бумагу, и мы теперь точно знаем, что можем спать спокойно. Вот у вас какой-то вопрос, какая-то тема будет на кону в течение августа, и вы можете как раз в этом даже выйти победителем, мои дорогие любимые овны. И пусть вас поначалу не пугает, не расстраивает тот факт, что вы можете даже взяться как за то дело, которое долгое время, ну, как у вас все время пробуксовывало. Я также не исключаю, что вы будете, как я уже говорила, у кого-то это может проиграться через отношения, когда вы сделаете в отношении конкретного человека правильные выводы. И я не могу сказать, что вы расстанетесь с этим человеком или, ну, как по судьбе, да, мы говорим. Нет, тут, скорее всего, вы будете еще с ним либо вынуждены контактировать, либо какая-то взаимосвязь у вас между двумя будет. Но вы просто будете видеть уже как в другой плоскости. Вы будете этого человека оценивать с других позиций. Это вот тоже, чем запомнится август. К чему приготовиться? Ну, много общения. Ну и правда, все то, что мы с вами говорили, скучать будет некогда. Для кого-то парк будет говорить о том, что, возможно, много новых людей придет в вашу жизнь. Это не говорит о том, что это все друзья. Может быть, кому-то и суждено в нашей жизни остаться, а кто-то будет как прохожим. Но, в принципе, много общения и тут самого разного. Приготовьтесь к тому, что вы сейчас, правда, в вашу жизнь, может быть, входят люди, и все не случайно. Зачем-то вам эти люди нужны. Возможно, вас с ними будет связывать с конкретным человеком или с каждым из тех, кто может в вашей жизни появиться, вот будет связывать какое-то событие, вам зачем-то нужен человек, но и вы можете быть
кому-то нужны. Вполне вероятно, это взаимное будет общение, которое может продолжаться на последующий период, может быть, осенний. И тогда не торопитесь выносить вердикты, вот правда, особенно с предыдущей позиции, которую мы с вами подробно разобрали. Потому что могут быть даже те люди, которые, особо мы не... Может быть, они нам не нравятся, или, как-то не впечатляют нас, или душа не лежит. А вот некоторые даже такие персонажи будут в вашей жизни, и придется сохранять общение, потому что есть в этом смысл. Вам это может каким-то образом пригодиться, мои дорогие любимые овны. Так какой же тут совет? Я могу сказать, ведь у кого-то может проиграться, как правда, важная встреча. Вот, кстати, я говорила по пасьянсу, помните? Для кого-то из вас, для тех, кто один или одна, вы можете, как судьба, готовить прелюдию перед важной встречей. Поэтому для кого-то, может быть, осенью у вас состоится эта встреча. Или те люди, которые вам поначалу, вот к этому тоже будьте готовы, совет. То есть не торопитесь выводы делать о новых людях. Не торопитесь кого-то так оценивать и сразу выносить вердикт. Потому что я не исключаю, что даже те люди, которые могут сначала, быть как-то так не очень приятны, впоследствии могут раскрыться с очень хорошей стороны. А для кого-то из вас, может быть, будет решаться на последующий период, к чему приготовиться. Договариваться уж точно придется, если мы смотрим как карту совет. Но в последующий период, может быть, осенью, у вас будут решаться вопросы, которые касаются, может быть, с точкой будут решаться именно по части вашей пары. Может быть, отношений, которые сейчас на уровне дружбы, а переводите отношения на новый уровень. Вот для кого-то это тоже не исключаю. Или вопросы, связанные с вашими детьми или домом. Вот что-то стремится к продолжению. И все то, что происходит, мои дорогие овны, у вас именно в период августа. Все не случайно. Правда, какая-то прелюдия. И у нас вторая половина 2026 года, она вся судьбоносна. Поэтому будьте внимательны ко всему, что вас окружает, что происходит вокруг вас и какие люди приходят в вашу жизнь. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте мой сайт. Кстати, уже опубликована статья «Астрологический прогноз». Кому интересно, может прочитать поподробнее. И все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, мои дорогие, люблю искренне. И вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда.